Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами сделаем клубнику в шоколаде. Может быть, кто-то из вас подумает, да что там ее делать? Растопил шоколад, макнул клубничку и все. Но все не так просто, как вам кажется. Для этого нам понадобится шоколад, пирометр, микрио для темперирования нашего шоколада, конечно же, хорошая крупная свежая клубника. Я для декора буду использовать вафельку и кондитерскую присыпку. Также у меня есть вот такое вот золото и золото в распылителе. А именно, здесь у меня кондурин пищевой кондитерский, разведенный спиртом. Вы можете использовать абсолютно любой шоколад, какой захотите. Молочный, белый, черный. Я буду использовать белый шоколад. И для начала нам необходимо хорошо промыть клубнику, просушить ее на бумажном полотенце и убрать в морозильную камеру. Убираю я ее буквально на 10 минут, пока буду темперировать шоколад, не более. Сразу хочу сказать, что шоколада я использую больше, чем нам понадобится, для того, чтобы было удобно обмакивать нашу клубничку. Если у вас останется лишний темперированный шоколад, здесь нет ничего страшного, вы его можете вылить в общую массу шоколадом и дальше им пользоваться. Я вам покажу самый легкий способ темперирования шоколада с помощью микрио. Итак, возьмем пластиковую чашку, обязательно пластиковую, потому что в стеклянной чашке шоколад очень быстро нагревается и может у вас сгореть. И начинаем топить наш шоколад в микроволновой печи импульсами по 15-20 секунд. Мы его должны разогреть до температуры 40-45 градусов, не более того. После каждого нагрева шоколада его необходимо тщательно перемешивать для того, чтобы уравнять температуру. Микрио – это какао-масло мелкого помола, продается в кондитерских магазинах. Оно поможет нам восстановить кристаллическую решетку нашего шоколада. Я растопила наш шоколад до 42 градусов. Для белого шоколада это вполне достаточно. Помните о том, что температура плавления и температура темперирования у каждого шоколада будет разная. Все подробности я пропишу в технологической карте. Теперь оставляем наш шоколад остывать на столе. Вы периодически подходите, перемешивайте и проверяйте температуру пирометром. Нам необходимо его остудить до 34 градусов. Для того, чтобы ваш шоколад затемперировался правильно, температура в помещении должна быть от 18 до 22 градусов, не более. Когда температура достигнет 34 градусов, необходимо всыпать микрио. Всыпаем и быстренько все перемешиваем. Шоколад готов. Перелью его в кружку для того, чтобы мне было удобно макать клубнику. Благодаря тому, что наша клубника хорошо охлажденная, шоколад очень быстро будет схватываться, и нам не нужно будет долго держать ее в руках. Я подготовила для себя место, куда я буду выкладывать клубнику. Это обыкновенная кухонная доска и сверху тефлоновый коврик, для того, чтобы моя клубника не прилипла. Берем клубнику аккуратно за хвостик и макаем наш шоколад. Даем немного стечь лишнему шоколаду и выкладываем на заранее подготовленную поверхность. Можно излишки шоколада немного убрать о борт кружки. Можно также воспользоваться шпажкой. Втыкаем шпажку прямо в середину нашей клубники и макаем шоколад. Подождем немного, чтобы шоколад схватился, и аккуратно выкладываем на заранее подготовленную поверхность. Часть клубники я хочу сделать вот в такой вафельной крошке. Для начала нужно хвостик хорошо согнуть, чтобы он не испачкался в шоколаде. Макаем шоколад. Жду немного для того, чтобы стек лишний шоколад и понемногу начал схватываться. И потом окунаю нашу клубнику в заранее подготовленную вафельную крошку. Часть клубники хочу украсить кондитерской посыпкой. Для этого обмакнула клубнику в шоколад, подождала буквально полминуты для того, чтобы лишний шоколад стек и немного схватился на клубнике. И только потом слегка присыпаю. На нескольких клубничках я хочу сделать узор. Для этого шоколад я перелила в кондитерский мешок. Отрезать кончик нужно буквально 1 мм. Прежде чем делать узор на клубнике, потренируйтесь на коврике. Шоколад с него потом очень легко снимется.
После того, как потренировались на коврике, можно приступить к декору клубники. Часть клубники я окрашу вот таким золотом. Для этого нам понадобится спирт. Не переживайте, спирт потом очень быстро выветривается. И там, где вы хотите приклеить золото, смачиваем спиртом. Этой же кисточкой можно взять золото и аккуратно положить на нашу клубнику. Еще клубнику я хочу оформить золотом, но немного в другом стиле. Для этого я кондурин развела спиртом и все это залила вот в такой пульверизатор. Не переживайте, спирт выветрится, а красивый рисунок у вас останется. Такая нежная клубника у меня получилась. Из клубники я решила сделать сюрприз для дочери. Для этого мне понадобится вот такая вот коробка. Я ее приобрела в цветочном магазине. Там же я приобрела флористическую губку, взяла эвкалипт. У меня есть кольцо меньшего диаметра, чем коробка, 10 диаметра, а коробка где-то диаметров 11-12. Также мне понадобится нож и пергаментная бумага. Она мне понадобится просто заполнить дно коробки, поэтому ее можно заменить на все, что угодно, на фольгу, просто на пленку. Для начала заполню коробку. И теперь сюда я буду вырезать круги из флористической губки вот этим кольцом. Сначала нарежу квадраты, а затем с помощью кольца вырежу необходимый для себя диаметр. И теперь укладываю флористическую губку в ведро и немного придавливаю. А теперь можем устанавливать нашу клубнику в ведерко. Заполнила ведро клубникой и сейчас пустоты закрою эвкалиптом. Такая композиция у меня получилась. Радуйте своих близких,